Сегодня мы с вами освободим польский народ и принесем ему свободу. Выполним как раз за одну ачивку, где нам надо организовать забастовку крестьян, привести их к власти и поддерживаться либо демократией, либо коммунизмом. В новом дополнении как раз ни шагу назад добавили данный путь – организовать забастовку крестьян и достаточно неплохое и интересное древо, где мы с вами можем как пойти в польский путь социализму, так сдать Восток и стать марионеткой Советского Союза, так и пойти по пути демократии. А в итоге даже выйти в колонии и даже сделать польскую колониальную лигу. Так что мы с вами не только ачивочку выполним, но и посмотрим на новый весьма интересный путь. А начинаем мы с организовать забастовку крестьян. Польша разделена кровью крестьян. По всей польской сельской местности они становятся более радикальными из-за пренебрежения правительством их интересами. Игнаций Масницкий неизбежно доведет забастовки до насилия, так что нужно подготовить пролетариат, чтобы он мог восстать против угнетателей. И на канале, кроме этого ролика, есть еще очень много видео, где мы выполняем разные ачивки. Можете заценить, ссылка будет в описании. Ну а мы с вами стартуем. До самого восстания со старта у нас есть целый год, и за это время мы сможем выполнить как раз первые два фокуса. По итогам второго мы пригласим к нам фронт Маржес, объединимся с частью лидеров. В итоге 140 дней уже пройдет, а дальше нам с вами надо будет как поддерживать демократов, так и поддерживать коммунистов, и оттуда получать свои бонусы. Можем получить боевые дивизии, можем просто добавить 100 дней к началу противостояния, но при любом раскладе рано или поздно нам нужно будет выйти в сбор кабинетов либо левых политиков, либо лидеров ПКП. Ну и сам по себе фокус восстания будет прекращен только при условии, если мы выполним аграрную реформу. Так что у меня на самом деле вопрос. А сможем ли мы взять аграрную реформу и не допустить развала? У нас, кстати, появляется решение, где мы с вами можем стачку в регионах назначать и убираем 10 дней задания близости крестьянского восстания. То есть приблизить его к действию, начать его раньше. И при этом, я так понимаю, этот регион в будущем перейдет под наш контроль. Вдобавок к этому мы можем захватить военное снаряжение и начать стачки на фабриках. И все же нет, я был неправ, мы не сможем сами уйти в аграрную реформу, ибо нам нужен фокус организовать забастовку крестьян не выполнен. То есть мы уже никакой реформой народ не успокоим. Так что один вариант – идти к восстанию, которое рано или поздно неминуемо будет. Поэтому копим политику и добиваемся поддержки в регионах. Это сейчас единственное, что нам остается. И да, здесь написано, государство уже примыкает к крестьянскому восстанию, то есть да, каждый из регионов будет просто постепенно к нам переходить. Я так понимаю, имеет смысл тогда взять, ослабить санационистическую напряженность, чтобы нам 100 дней к заданию добавилось, и мы с вами смогли больше территорий присоединить. Мы с вами взяли фокус, а теперь у нас 261 день вновь, притом часть регионов уже за нас, прекрасно. И в других регионах мы тоже сможем распространять наше влияние, когда мы выполним стачки на фабриках. Видите, здесь берется 25 дней из этого события, а также мы сможем стачки в промышленных регионах делать. Сейчас нам пока этого нельзя, но в будущем будет доступно. Ну и сейчас мы с вами можем, наверное, добавить политику, ее как раз не хватает, поэтому Краевого Рада Народова возьмем. Санкционисты закрепили свои убеждения в апрельской конституции. Пора и нам сделать то же самое. У нас будет основан для того, чтобы собрать политиков-социалистов со всей Польши и исправить реакционные законы санкционистов. Получим опыт армии, политику, что в целом-то неплохо, и достаточно приятные бонусы. Остается один день, давайте посмотрим. Да, у нас теперь появились решения и в других регионах, то есть по всей стране мы сейчас можем запросить поддержку. Я так понимаю, нам нужно какой-нибудь линией все-таки выступать. Единый фронт, давайте у нас будет такой Восток своеобразный под нашим контролем. У нас тут с вами остается буквально 30 дней, из них 13 еще уйдет на поддержку в Плотске. И вы видите, да, как мы выполнили. Варшаву со всех сторон окружили, здесь остался плацдарм, здесь небольшой плацдарм, здесь небольшой плацдарм. Ну и основной блок это Данциг, Гдыня как раз, Познань. Там я, к сожалению, не успею свое влияние развить, поэтому, ну, как есть. Армию я оставил 20 дивизий. Все, я распускать ее не стал. Давайте вместе с вами посмотрим, что станет с нашей державой. Антикомментарийский пакт, ну как бы смысла нет. Зачем? Нам сейчас не до этого. И крестьянское восстание. Активировано задание крестьянское восстание. Будет заменена идея. У нас тапка, скорость строительства. Ух, крестьяне восстали. Подожди, у нас еще 150 дней есть. То есть не зря я взял стачку еще в одном регионе, нам еще 150 дней дают, и только после этого у нас восстание, да, произойдет. Идеология и нейтралитет начнут гражданку. Каждый регион владения будет принести в регион Краков, и у нас новый правитель. Окей,
То есть у нас еще есть время, чтобы переделывать регионы. Тогда это хорошо, успеем, наверное, все регионы даже под себя подмять. Все, у нас остается с вами 7 дней. Сейчас обновится. Мы еще здесь контроль взяли, и вы видите, Данциг остался, здесь регион остался в Станиславе, и здесь 2 области, ну и сама Варшава. Все остальное наше. Видимо, все регионы ни при каком раскладе не получится получить под свой контроль, но все-таки и так неплохо, 13 регионов наши. Коммунизма 35, демократия 40. При таком раскладе мы сами будем восставать. Ну и давайте. Все. Польша изменила с нами статус на объявить войну. В итоге наша армия распределена. У Польши сколько войск? 3-10, то есть у нас больше войск. У нас 20-ка, у них всего максимум 10. Ну, так что при таком раскладе мы должны одержать верх. Кроме того, хороший генерал остался под нашим контролем. И наш новый флаг, посмотрите, там икона вроде как на синем фоне. Это Польский крестьянский союз. Станислав Миколайчик, фактор военнообязанного населения и стабильности, правит нами демократия, ПКП. В то время у нас и КПП есть. То есть обе партии мы можем какую-то из них в итоге выбрать. Ну и раз такое дело, 12 дней, не так уж много потеряем. Давайте пойдем усиливать форт. До того, как мы соберем кабинет, мы можем и то выполнять. На самом деле, я бы в первую очередь, наверное, советников взял и там, и там. Они, безусловно, нам будут нужны. Притом здесь советники весьма интересные и хорошие. Так что давайте. Общественное управление возьмем, а потом заново собрать сей. Ну и по пути, да, нам надо будет победить в этом противостоянии. 13 дивизий давайте сразу же Варшаву отправим. Ну или давайте даже чуть поменьше. Здесь также операцию небольшую проведем. Понятное дело, что Гданьск нам тоже бы надо забрать. Ну и на всякий случай выделить войска на север тоже не повредит, а то мало ли там тоже есть войска. Будет не очень приятно, если мы в итоге там и проиграем. Ну что ж, генералы наши готовы. Ставим яркого полководца. И погнали! Забирать основные земли. Сразу же будем сдерживать противника там, где можно. Заходим в Варшаву. Забираем все победные территории. Я так понимаю, нам даже с Данцигом не придется, да, возиться? О, все, Варшава наша. Гданьск тоже наш. И все? Это так быстро было. Это прям очень моментально, знаете. Польша капнула, вообще не заметив, как. Мы, по сути, сколько дней-то прошло? 6 дней, 7 где-то буквально. Может быть, чуть побольше. И все, ачивка наша. Такой достаточно быстро мы получили с вами ачивку. В марте 1937 года Польский крестьянский союз победил, все наше. Единственное, что с Данцигом вновь изначально надо все решать. Опять там 40% на 30, да? Серьезно? Международный город со скоростью роста пределом 120. То есть я до этого уже занялся его восстановлением, и теперь опять вновь. Ух, да, с Данцигом, конечно, проблемки мы еще с вами испытаем. Ну ладно, мы победили. Все теперь войска под нашим контролем. У нас немножко ослабили армию. 14 дивизий осталось. Кроме того, склады подбили. Но мы сменили партию. Мы теперь восставшие крестьяне, которым, правда, все равно придется и от эмбарго избавляться, и от гражданской экономики, и с Данцигом разбираться. В общем-то, проблем на будущее еще немало. Ну и тут по фокусам, кстати, 7 левого толка и заново собрать 7. Посмотрите, здесь первый советник очень хорош, он и прирост политики и статки дает, второй, к сожалению, поддерживает партию, так что, ну, в зависимости, если мы пойдем по демократам, то можно. И третий, неплохо, он позволяет с гарнизонами разбираться. Всеми же левого толка. У нас первый советник неплох, у нас поддержка исследований. Второй советник вообще классный, 20% поддержки, но опять же плюс партии. Третий советник, опять же, это поддержка партии. Вот где что не возьми, везде будет поддержка партии. Но нам, кстати, надо 50% КПК, то есть ее дважды здесь как-то поддержать. И при этом демократов сильно не забавить. Так что мы и то все-таки возьмем, а потом уже советниками доберем до нужных значений. А пока, да, будем оставаться демократами. Но я хочу все-таки потом посмотреть на путь именно коммунизма и, может быть, даже Польской Советской Республики, где мы сможем получить потом независимость и вернуть все земли. Мне прям интересно, как это реализовано. 1 мая 1938 года, отменяя фокус, потеряю, конечно, 12 дней, но я могу взять, собрать кабинет левых политиков. Странно, что требует не менее 50% поддержки КПП, но как бы ее не 50,
А 49,4? Ну, ладно. Пусть будет так, мы собираем кабинет левых политиков. Я тут изучил путь дать Восток. Он интересен, мы становимся вассалом Советов. Но знаете, в чем проблема? Даже если мы пойдем по пути независимости, то нам не дадут выйти в антикапиталистическую революцию. Нам при таком раскладе нужна именно антиимперская политика. И по независимости мы можем пойти только лишь по сохранению буржуазной демократии. Но, как по мне, это странно. Почему нельзя после независимости в антикапиталистическую революцию выйти в свой аналог? Ибо здесь нужен именно фокус антиимпериалистической политики, который по польскому пути к социализму только доступен. То есть при любом раскладе, если ты хочешь сюда, то тебе придется отказаться от этого пути. Не знаю, он вроде как есть интересный путь, но, по-моему, здесь еще доработать его надо. Если вам, конечно, интересно, я по нему как-нибудь сыграю, но сейчас мы с вами пойдем все-таки по антикапиталистической революции. Утвердим балтийский социализм силой, попытаемся Либерию подмять, ну и выжить против немцев, возможно. Может, у нас это с вами выйдет. Сохранить наш с вами польский крестьянский союз. Ну что ж, да здравствует переход в новую партию. Ссоров КПП у нас, и у нас тут выбор. Польский крестьянский союз действует в одиночку. У нас с вами у руля Мария Кашуцкая становится. Либо же место Польши в СССР. То есть здесь как раз самый важный выбор. При место Польши в СССР мы получаем Владислава Гомулку, который ежедневный просто автономии плюс 0,5. То есть рано или поздно ты даже мирно от Советского Союза сможешь освободиться. И этот путь имеет право на жизнь. И как я говорил, если вам интересно, можно это сделать и уйти именно в Великую Польскую ССР. Получить опять же много территорий, вернуть все свои, кроме того давления на Запад, получить территории от немцев и потом освободиться. Ну и сейчас Польский крестьянский союз действует в одиночку. У нас с вами Польская крестьянская республика, новая правительница, у нас курсовая дивизия на атаку и на защиту на Носпровках. И самое важное, польский путь к социализму теперь у нас с вами открыт. Будет добавлена идея польский социализм. Больше ставки, больше поддержки коммунизма. То есть, по сути, то же, что у нас уже есть. У нас ставка будет бафаться просто в никуда. Но, как по мне, фокус немного пустоват. 70 дней, по сути, ни за что просто так тратишь. Дальше мы с вами сможем двинуться и получить добровольцев. Но сейчас это смысла не имеет. В Испании уже все более-менее спокойно. Самое важное — это взять именно антиимпериалистическую политику. Скорость дивизии получить и выйти... Наконец-таки утвердить балтийский социализм силой, чтобы успеть забрать часть земель. А потом еще и потребовать Либерию. Ну и по поводу Советского Союза, ну тут как бы все самое разумеющееся, пакт о ненападении. И я прошусь к нему в альянс. Это не запрещается этим путем. Мы все равно будем друзьями, да? Хоть и иначе, хоть немножко не так, как должно быть, но мы станем друзьями и будем вместе. Мы независимые левые. Мы сохранили свою независимость, но при этом мы контактируем с Советским Союзом, потому что восстание крестьян в Польше без поддержки Советского Союза было невозможно бы. А мы сами смогли его реализовать благодаря Советам. Ну и, кстати, пора уже переходить на военную экономику и поднимать свою промышленность с колен. Нам тут переходит один региончик от Чехословакии, станет нашим, получаем контроль. Окей, мы не особо просили эти земли, но нам их даровали. И польский путь к социализму закончен. Кстати, смотрите, мы можем уйти в создание социалистической экономики, то есть и по демократам, и по коммунистам нам это доступно. Мы здесь получаем неплохие бонусы на экономику, также бонусы на атаку, на защиту, больше людских ресурсов, новые дивизии, кроме того, бонус на темп исследований. Но это попозже. Сейчас давайте в политику идти и в расширение. Нам нужны новые земли, мы должны освободить крестьян от гнета местного нейтралитета. Да, местных диктаторов отсюда выгоним и поставим там коммунистическое правительство под нашим управлением. А вот у нас открылась антикапиталистическая революция. Если мы будем воевать с той или иной страной, то нам бонус к атаке и защиты против британцев, французов и американцев дают. Ух, неплохо. Кроме того, как я понимаю, нам в будущем примерно такое же должно дать и против немцев? Или подожди, нет, у нас просто цель будет свержение правительства и все. Грустненько немножко, я думаю, что нам дадут и здесь тоже такую же возможность. Ну ладно. И по поводу, кстати, национализации, да, мы сейчас можем захватить все эти страны и потом содружество социалистических республик сделать. Все территории Литвы, Эстонии и Латвии станут для нас сами национальными. Сделать такую большую унию крестьян. Собственно, мы сейчас Данциг в оборот сами возьмем, и после этого займемся всем этим добром. Я думаю, мы как раз успеем к началу активного противостояния. Время близится к обеду, у нас остается один день, все. У нас есть цели войны, погнали. Свержение здесь и свержение здесь. Я сразу же везде это делаю, чтобы никаких гарантов не пролетело.
А пока у нас идет противостояние, давайте ликвидируем капиталистические империи. Достичь цели войны свержения правительств против следующих государств. То есть, получается, нам цели дадут на них? Если так, то ладно, я не против, мы все равно рано или поздно, скорее всего, с ними бы начали противостояние. А так, погнали, наша армия готова, врываемся. Сразу же с двух ног, агрессивненько выполняем этот план. Основной удар у меня, естественно, понятное дело, идет сейчас на Литву. Правда, они очень хорошо держатся. Но даже так, мы все равно идем вперед. Ибо иного-то не дано. Мы зарываемся вглубь. Все, захватили. Ну давай, капитулируй, что ли. Или нам еще парочку регионов надо. А, не, все. Литва наша, поздравьте. 9 июня, ну, наверное, 10 все-таки. Да, Рига должна стать нашей, да. Она наша. Латвия тоже переходит под наш контроль. Ну и следом совершенно небольшой путь. Нам надо бы добраться уже до последних остаточков. Это у нас с вами Эстония. Отводим эту армию, она здесь уже не нужна. И здесь основные войска ведем вперед. До Таллина, до последних победных территорий. Я думаю, что они с этим делом справятся. Еще несколько победных территорий нужно явно отсобирать, чтобы у нас наконец-то был мир в нашу пользу. Ну-ка, Нарву придется брать? Да, видимо. А, нет, до Нарвы тоже не пришлось. Отлично. Эстония тоже наша. Поздравьте, мы таким блоком между Советами и немцем стали. И, кстати, обоснование цели против нас. Ну, удачи. Обезопасить Прибалтику, во-первых, Советы делают. Им это ничего не дает. Как бы толку нет. Это раз. Во-вторых, немец идет на нас. Но проблема в том, что у него пакт о ненападении с Советами. Интересно, что из этого выйдет. Ладно, давайте укреплять границы. Мало ли он сейчас реально нападет. Надо быть к этому готовым. Да, нам просто дали цель теперь против Франции, Соединенного Королевства и Штатов. Притом вроде как бесконечный, судя по описанию. А мы сами давайте национализируем Литву, Эстонию и Латвию. Ну и я продолжаю укреплять армию. Я нанимаю еще 24 дивизии. Мало ли сейчас реально начнется противостояние. Если это так, то мы должны быть готовы к этому делу. Все-таки вместе с Советами-то, я думаю, мы сможем выстоять. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, все-таки Советы — это мощь, это сила. Я в них верю. Но, правда, как вы понимаете, всякое возможно, поэтому надежда, а вот что и как получится, это уже другой вопрос. А, да, здесь просто события, то есть можем заключить сделку, отдать парочку регионов, либо же нет, Данцик остается Гданьском, и немец просто объявит войну. То есть здесь выбора нет, даже несмотря на то, что пакт о ненападении есть. Немец, скорее всего, сейчас противостояние начнет. Или же он не сможет? А, подожди, нет, у него просто цель есть и все? Серьезно? То есть он просто получает цель и не может напасть, потому что пакт о ненападении с Советами? Я думаю, что они переработали это. Ну, то есть сделали возможность того, что просто скриптовая война объявляется без условий всяких перемирий. А нет, выходит все нормально. На нас, выходит, немец не сможет тогда пойти, и мы с вами спокойненько сейчас отсидимся такие, укрепимся вместе с Советами, дадим возможность ему армию модернизировать, да? Серьезно? Окей. Это выглядит весьма странно. Ну да, немец просто перебрасывает свои войска, уже, видимо, готовится к обходу как раз Мажино, но с нами ему ничего не светит. Советы такие: немец, мы как бы тут, несмотря на то, что договора были на то, чтобы поделить Польшу и на все прочее, пятое, нет. Польская крестьянская республика теперь наша, и мы тоже за нее. Мы ее не бросим. Спасибо, Советы, я вам за это весьма и весьма благодарен. Да, немцы просто давят на Бенилюкс. Они пошли на Нидерланды, на Бельгию, сейчас пойдут на Францию. Прекрасно. Кстати, цель на войну у них должна быть висеть, наверное, где-то годик, может, максимум. То есть пакт о ненападении явно будет дольше работать. И подожди, что? Вот так вот, то есть они Бельгию и Нидерланды не присоединяются. Напряги-то не хватает, 68 всего. Ох, немец в итоге съел полностью, он сделал вассалом. То есть у немца теперь германская Ост-Индия под контролем. Он сейчас и Бельгию полностью съест, без проблем, тут нет гарантий. Они лишь на люкс успели прилететь и все. Вот это союзнички называется. А не, они все-таки под конец Бельгию бессмысленно приняли. Ничего не помогло. Все, немец съел.
Немец молодец, а немец теперь колония. Ух, немец гордый, немец мощный. Правда, Данск не отдали, но и ладно. Ну, а мы сами, кстати, стали содружеством социалистических республик, к сожалению. То есть у нас сменился флаг, у нас сменился цвет, название, но это все по древу проделано, поэтому, к сожалению, мы не совсем крестьяне. Ну и мы можем, кстати, ликвидировать сейчас немцев. А можем просто потребовать Либерию. Давай посмотрим, может быть, они согласятся. Самое прикольное, что у немцев сейчас идут выплаты по векселям, 20% фабрик отнимают. Он же вышел из войны в итоге, после вступления, и все. У него теперь с векселями вообще проблема, экономика в нулину. Но вроде как он все равно сможет пойти в атаку и... Подожди, что? А, все, у него нет цели войны против нас, посмотрите, все. Только против Советов и против Люкса. То есть даже в будущем, когда он пойдет на Барбароссу, то есть пойдет на Советов, он не сможет через нас никак пройти. Мы стали просто линией защиты между Советами и немцами. Мы против противостояния, мы за мир в мире. Вот так вот. Интересная вышла у нас ситуация. Ну а немец верен себе, он в ноябре 39-го нападает на Люкс. Люкс союзником. У меня вопрос, вот у британцев было время и возможность укрепить Францию. Они как бы видели, что немец начинает, что немец делал, они укрепились. Вроде как да, но надолго ли хватит, вот в чем вопрос. Они даже успели одну бельгийскую территорию отнять. Ух, грозные какие ребятки, это с учетом того, что мы все-таки часть войск сдерживаем на своем фронте. Ну посмотрим, смогут ли при таком раскладе союзники хотя бы хоть какое-то время продержаться и даже в атаке идут. Вау. Это весьма и весьма странно, но мы можем улучшить отношения и попытаться даже атташе отправить в Францию и посмотреть хоть что у них творится. Но перед этим давайте посмотрим. Либерию требую. Либерия? Да, она согласилась. Либерийская коммуна. Мы с ней отношения перед этим улучшили. Правда, странно, что они в ноль ушли, видимо, из-за того, что новая страна сформировалась. У нас теперь есть образование в этой стране. Ну и что тут дальше? У нас есть какая-то поддержка забастовок колониальных рабочих, да? Но нам нужен комитет национального освобождения. Если что, мы можем, кстати, из альянса с Советами выйти и попытаться сделать свой альянс с финнами, со Швецией, с Норвегией, Данией, с Чехословакией, Югославией. О да, Междуморье сейчас создать, коммунистическое. Хорошее дело, по-моему, да? А, вот, кстати, комитет национального освобождения, вот он рядышком. То есть цель сопротивления прирост, можем его сделать, окей. Даже экономику можем поднять, но перед этим все-таки давайте интегрируем гданьскую промышленность и избавимся от эмбарго. Это как-то странно. Эмбарго до сих пор на нас действует, с учетом того, что мы как бы с Советами уже в альянсе. И уж их экономика и наша вместе вполне себе должно хорошо работать. Наконец-то, при плюс 20 они согласны, давайте атташе. Серьезно? То есть Францию обороняет чисто Франция против всех немцев. О да, о да, о да. Британцы, а вы не хотите помочь, нет? Им, видимо, и так нормально, да? Ну все, тут долго как бы Франция не продержится. Здесь, понятное дело, и так, то что они в одиночку стоят. У них войск недостаточно для такого дела. Я удивлен, что британцы ничего не делают. А, они в Бельгии их подавляют. Точно, в том числе и французы здесь. Ну да, да, здесь же очень опасный фронт. Не, зачем оборонять Париж? Зачем? Ну это глупость, согласитесь, глупость какая-то. Оборонять Париж. Важнее же оборонять свои колонии, о да. Ну ладно, пока, кстати, противостояние выглядит весьма интересно. Здесь они держатся, здесь... Я бы хотел сказать, что держатся, но до Парижа уже рукой подать. Немецкие танки уже все под Парижем почти. Британцы до сих пор не приносят поддержку. А не, подожди, во! Наконец-то хоть какая-то поддержка здесь была. Хотя под Мажино уже почти котел, не. Ничему их не научил поход немцев даже на Бенилюкс. Они даже в колонии его закрыть не смогли, ох. Союзники какие-то вообще не способные. Притом именно в 40-м году. Потом, в году так 43-м, 44-м, их фиг выбьешь, если затянешь противостояние. Там они уже гроза. А вот по старту, да, вообще проблем нет. Все. Бои за Париж в январе 40-го. Сейчас, наверное, в конце января, в начале февраля он возьмет Париж. Последняя горнострелковая дивизия парижских войск его держит. Все, 27 января пал Париж. Ну и капитуляция Франции не за горами. Ему еще несколько победных территорий забрать, и французы сделают кап-кап. Да, 5 февраля 40-го года, все, Франции больше нет.
И, кстати, могли бы, точнее, не брать интегрировать данскую промышленность, у нас и так доступна смена, например, на ограниченный экспорт. Но ладно уж, все равно фокус почти закончили, поэтому разницы нет. Советы пошли на финнов, мы тоже можем их поддержать, но я не вижу смысла в противостоянии как таковом. С учетом того, что советы все равно согласятся на мир, на скриптовый. Мы им финнов не успеем за это время забрать. Ну все, гданьскую промышленность интегрировали, у нас теперь приоритет на экспорт. Большая нехватка ресурсов, но зато мы восстановили Польшу. Более того, мы ее укрепили, захватили новые территории и смогли сохранить Данциг. Немец в итоге на нас не пошел. И самое прикольное, что он в жизни не оправдает цель войны. Да, он имеет претензии, но Ишка не умеет оправдывать, то есть он сейчас просто будет сидеть и все. Так что, можно сказать, мы не только ачивку выполнили, но и сохранили Польшу. Спасли ее от мирового противостояния. Дальше у нас, конечно, есть несколько фокусов, где мы можем получить разные модификаторы и пойти вполне себе на немцев потом, но с мощью советов, с нашей мощью. Притом, подождав до 42-го года где-нибудь, когда мы реально станем грозной силой, по-моему, это вообще ни о чем. Путь немного поломан, и по нему, если войти к советам, то все, немец вообще ни о чем. Он не способен. То есть надо реально здесь немного переделать, наверное, чтобы Данциг или война было именно началом противостояния. А так, у нас с вами есть претензия на ряд регион, в частности, на Силезию, и, я так понимаю, на Кёнигсберг, да. Странно, что нам на Восточную и Переднюю Померанию не дают, хотя мы просто их не хотим и не претендуем на них. Лишь Силезию нам даруйте и все. Хотя границы при этом будут, ну, мое почтение, да, вы видите, какой это аппендикс будет. Но именно так игра в будущем планирует, в случае чего, поделить немцев между нами. Путь на самом деле неплох, интересный. Вполне себе немало фокусов, в том числе возможность в колонию уйти. Правда, единственная наша колониальная амбиция — это Либерия. Все, больше ничего нет. Но и этим мы сами довольны. Ладно, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Мы сами взяли ачивку. Если кто-то захочет, то по этому же пути можно и выполнить ачивку. На Польшу хочет в космос. Никаких проблем у вас не будет с тем, чтобы ракетный двигатель сделать усовершенствованный. Даже ни с кем воевать не придется. Просто сидите спокойно и ждете. И все. А так, надеюсь, вам понравился, и вы поддержите своими лайками и комментами. Также подписывайтесь на канал, и до скорых встреч в новых видео.